Давно не виделись. Сегодня начнем осваивать такую огромную тему, как техника бугуртная, броски всякие, ужимки. И начнем с самого популярного броска у нас в бугуртах. Это бросок от ристалища. Я надеюсь, Василий все сделает правильно и сделает хорошую нарезку с этими бросками в начале, поэтому вы должны уже понимать, о чем идет речь. Чем бросок хорош? Тем, что он надежен. То есть вам не надо держать равновесие, стоять где-то в центре поля, бояться, что вас зацепит, утащит с собой. У вас есть крепкое ристалище, вы за него держитесь плотно и оперируете только свободной рукой и ногой, то есть в полной безопасности для себя. Ну, люди по-разному умеют сделать, некоторые умудряются и после него падать. В каких ситуациях делается этот бросок? Ну, первое, мы с противником шли вдоль ристалища, противник пришел и встретились с ним тут. И он при этом за ристалище не держится. Ну, например, ему это не надо, то есть он не висит на нем. Либо он держится слабо, то есть как-то вот ручку положил и не имеет склонности на него прыгать. Либо он сделал совсем дурацкую вещь и сделал шаг в сторону от ристалища, чтобы там побить по вам, еще что-то сделать, куда-то зазевался. В принципе, ну да, можно притащить человека с центра ристалища. То есть вот где-то его там поймали, бороться с ним там не хотите. Вообще в центре ристалища бороться вредно, опасно. И притащили его к ристалищу, чтобы побороться здесь. Соответственно, когда притащили, ваша задача самому встать у ристалища, а противника поставить чуть-чуть в сторонке от него. Выполняется в двух вариантах. Это с захватом за голову и с захватом за спину, как правило. Первый захват за голову. Ну, показываю без всяких предварительных ласк, просто вот как в чистом виде. У нас есть голова, нам ее отдали на халяву, взяли, прижались, развернулись, бросили. И захват за спину. Когда мы, наоборот, ползем куда-нибудь вниз, с рукой так проще зайти, потому что не всякий противник дает голову. Заходим за спину. Например, противник берет нас за голову. Ничего, рукой, ничего. Вот это. Вот. И делаем то же самое. Легче делать от головы. То есть наклонили, захватили, бросили. Но опытные товарищи обычно голову не отдают. Поэтому зачастую лучше как-то перекинуться веником, вот сюда вот проползти поближе и кидать уже за спину. Давайте рассмотрим поконкретнее, как за голову хвататься, как и в какой ситуации хвататься за спину, как ее себе заполучить во владение. Первая — голова. Ну, Ира высокая, мне нужно сделать так, чтобы ее голова оказалась здесь. Ни в коем случае нельзя пытаться бросать с растянутой рукой. То есть нам нужно, чтобы рука у нас свернулась калачиком, спинка скругленная, то есть сильная позиция. Не распятые мы должны быть. Сходимся. Ну, чистая ситуация, когда вы просто встретитесь лицом к лицу. Она самая часто встречающаяся. Противник нас видит. Бам. Просто полезли вверх. Если голова так просто не отдается, берем двумя руками. Как мы берем двумя руками? Ладошка, тут кулак у нас. Накрываем. И всем своим весом натягиваем чуть-чуть вниз. Встретили, взяли за затылок и тянем вниз. Потянули. Тянем, повторюсь, не на бицуху сгибание делаем, а уже сделали это сгибание и тянем всем своим весом, просто туда чуть-чуть подседаем. Подсели. Дальше. Практически одним движением накрываем голову рукой, разворачиваемся, кладем руку на ристалище. Ножку подставили, это потом попозже покажу, как делать правильно, и бросаем. Частую ошибку делают ребята, они подходят такие,
отдай голову. В такой ситуации никто голову не отдаст. Надо действия свои как-то замаскировать. Не надо показывать подготовку к броску. Вы подходите и там, отдай голову. Она же не знает, зачем мне ее голова. Вот, и никто не знает. Некоторые догадываются. Вот, и только в самый последний момент идет вот этот вот разворотик. Со спиной чуть-чуть похитрее. Нормальный человек вот так вот не даст вам руку запихнуть, забрать голову. Он там откидываться начнет, руки ваши отпихивать. То есть вот если вы встретитесь, вот я пытаюсь забрать голову, Ира, по идее, мне этого делать давать не должна. То есть бам, встретила, там, не пускает. Вот, что делаем? Безвольно опускаем руку. Это не важно, может у меня рука с мечом. Кстати, давайте ради чистоты эксперимента развернемся. Это может быть мечевая рука. Вот я ее опускаю, там, закрываюсь плечом от встречного удара щитом, подхожу сюда. Она чувствует себя, в общем-то, в безопасности. Я за ресталище не держусь, как бы ничего не предвещает. Свободна только левая рука, защищаясь от ее оружия. И вшагиваю плечом вот сюда вот пониже, прямо к ней. Провоцирую ее на захват головы. Как только она берет голову, нет, ну ты не берешь голову двумя руками, ты вот щитовой рукой. Как только она берет голову, ты знаешь, что она не держится за ресталище. То есть она решает меня наклонить куда-нибудь, нагнуть и сломать. Кладем руку на спину плотненько, прижимаемся и то же самое. Разворот на ресталище, по локоть вот запихиваем руку и бросаем Ирину. Чего? Надо поменяться. Делается с обоих сторон. И мечевой рукой можно захватывать, и щитовой. Это вот самый сложный вариант. Простые варианты — это когда противник просто здесь стоит и щелкает клювом где-то здесь. Мы сюда приходим, берем голову и просто туда бросаем. То есть это самое простое, когда противник просто стоит и ни за что не держится. Про работу ног. Как куда ставить ножки, как держать спинку. Без Иры пока покажу. Допустим, она стоит здесь. Взяли за голову, ну, чтобы не путаться, много ног слишком. Первое движение мы раскрываемся, вот голову уже наклонили, у нас эта рука согнута, и плечо мы не растянули. То есть оставили его в одну линию, передняя дельта не растянута. Раскрылись, накинули руку на ресталище, утвердились. Разворачиваемся. И на ногу, которая была внешней, вот эту вот, ставим внутрь и как можно ближе к ногам противника. Ну, чтобы, вот если вы уже без ресталища, я бы уже начал падать. Поставил сюда. Где-то поближе к ножкам. И дальше. Ногой, которая была внутренней, захватываем обе ноги противника. Дальше раскрываемся и кидаем. С Ириной, Ира, вступай в кадр. Ну, встань, как будто там дерешься, что-то там делаешь. Угу. Бам-бам, забрали голову, нагрузили, открылись, зацепились. Постой чуть, сейчас упрись, я повисну на тебя немного. Ножку поставили. Либо между ресталищем и Ирой, либо между ног. Сейчас, потерпи чуть. Оп. И, ой, что-то падать начинает. Держи за ресталище. Угу. Все. Сразу падать начинает. Вот все. Пошел бросок. И давай с другой стороны покажу. Тоже сейчас будешь спрятать за ресталище, чтобы я не бросил. Забрали голову, нагрузили, открылись. Ногу поближе к ее центру тяжести. И держись. Сейчас повисну. Тук. Пошли бросать. Ну и за спину уж покажу, раз начал. С этой стороны. Залезли. Захватили. Ножку поставили. Колено по направлению броска. Бросили. И с другой стороны. Пролезли, развернулись, ножку поставили,
бросили. Это про постановочку ног. Обращаю внимание, никогда не ставьте ноги, это любого броска касается, коленом, чтобы бросок шел поперек колена. Все время, вот куда вы бросаете, колено опорной ноги туда и смотрит. Иначе отрываются связки крестообразные. Всем известно. В основном от этого. Как защищаться? Самая главная защита. Вот Ира меня пытается бросить, берет за голову. Вот мы встретились с ней. Вот. Ну, самое главное, во-первых, не отдать голову. То есть вот пришли, вас пытаются схватить, откинулись, расслабились, повисли. Ну и пробуем тебя бросить. Ну, разворачивайся, там вот это все. Ну, в смысле, бросай меня от ристалища. Ты умеешь все это делать. Раз, два. Все, встали. У нее передняя дельта растянута. Она ей ничего потянуть уже дальше не может. Откинулись и стоим. Можем там гадости всякие делать. Настукивать, затыльники давать. Все, из такого положения человека не бросить. Центр тяжести пониже, за ристалище плотно держимся, висим. Собственно, это самое главное. Дальше, как защищаться, это ваша бдительность. Там, что бы ни происходило, не надо пытаться брать, куда-то идти и смотреть, что происходит. Вот вы стоите, у вас тут друг есть, вы знаете, что друг хорошо борется. И вы с ним стоите. Ну вот он вас за голову держит, держи за голову. Нет, ну одной рукой. Вот. Вот он стоит. Вот вы часто видите таких людей в боях 5 на 5. Знаете, эти люди делом заняты. Они не просто стоят, отдыхают. Ну, помимо того, что они отдыхают, конечно, они еще и делом заняты. Они блюдут, как бы соблюдают бдительность. Они стоят и не дают друг другу себя кинуть. То есть, если я сейчас пойду Иру кидать, она упрется, там, рукой зацепится или просто откинется, просядет пониже. И я то же самое. Можно друг другу чуть-чуть тыкать. Вот. Ну и, в принципе, стоят два друга, смотрят на поляну, на ристалище, и друг другу какие-нибудь мелкие гадости делают, там, подмышку гардой. Пока судья не видит, можно позасовывать. Что ты смеешься? Так и делают. Ну, да. Второй способ защититься, когда вас уже пошли бросать. Давай меня уже иди бросай. То есть уже взяли голову плотно. Это сразу, пока еще нога не зацепила мои две ноги. Давай, цепляй. Пойти вперед, прийти сюда и развернуться. То есть не дать захватить себя за обе ноги. Ну, то есть бывает ситуация, все, голову забрали, ничего не поделаешь. Все, вот голова моя здесь. Ну, свалял дурака, отдал голову, там, все, сзади опасность. Вот, и вас тянут, бери, второй ногой прихватывай сразу. Вот, Ира плохо меня прихватила. Плотнее. Все, и тяни и бросай на бросок. Все, вот эту ногу надо как-то переступить. Держи, старайся. Эту ногу надо как-то переступить, пройти вперед. Чтобы такого сделать было нельзя, надо просто ногу ставить повыше. Я цепляю чуть ли не на уровне таза. То есть взял человека, чуть подсогнул, и вот сюда вот такую ногу, когда вот так делал, и не уберешь особо, и не переступишь. То есть она плотно там сидит, и что-то не делала, убрать ее не сможет. То есть прям сюда цепляете и бросаете. Вам не нужно делать никакие подсечки. Вам нужно точку вращения создать за счет вот этой ноги, вокруг которой она свалится вперед. И все. То есть высекать ноги не требуется. Как только ногу поставили здесь, ее можно перешагнуть. Ну все. Самая главная защита – это не отдавать голову, понижать центр тяжести и быть просто внимательными. Так ты не просто этот бросок сделать, если человек готов к нему. Дальше. Мы стоим с Ириной, как два тополя на плющихе. Вот. Я ее бросить не могу никуда. Ну, там, поупирайся чуть пониже таз, вот, откинись чуть. Ну, все, вот там повиснуть могу, повисеть, ничего не изменится. Как все-таки провести бросок? Ну, первый вариант – дождаться, пока противник устанет. И сделай быстрее, чем вы. Можно начать его мучить. То есть взять там, во-первых, щитом глаза закрыть.
начать куда-то давить на него, виснуть, чтобы мышцы работали, чтобы кислород тратился, чтобы она что-то полезное делала, там, двумя руками. Ты шею-то не отдавай, я уже забрал ее. Вот. Начать как-то ее пытать страшно. Ну, чтобы хотя бы чуть-чуть силы кончались, пусть там через 3-4 минутки, но они закончатся рано или поздно. Тогда уже ее уставшую, или там, вашего оппонента, можно будет как-нибудь обмануть, аккуратненько обойти, там, с другой стороны попробовать бросить. Это вариант номер раз. Ну, там, на высоком уровне боев такое встречается редко. Там человек даже замученный, он просто повиснет вот так вот, в полуобморочном состоянии, и все равно бросить себя не даст. Второй вариант – дождаться своего друга. Когда прибегает ваш друг, вот вы стоите, вот, давай, не стоит так, типа, ну, тоже возьми меня за голову, вот, стоите, как-то вот так вот. Вот. Когда прибегает мой друг и начинает и рубить, там я плечо, я открыл голову, приоткрыл чуть-чуть руку, вот, она начинает от него защищаться. То есть там человек с топором прибегает, она на него уворачивается, отвлекается. Потому что я здесь давно уже стою, она ко мне привыкла. А друг это нечто новое, потому что у нее топор. И она его не держит. Ну, в такой ситуации просто берете и чуть-чуть ее от ристалища стараетесь оттащить немножко вперед. Вот этого уже в принципе достаточно. Она смотрит на него, она там, это его броне, топор это больно. И все, вот он ваш момент. Бах, пошли. И, собственно, работа тех, ребят, которые бегают в центре, это вот такие ситуации помогать создавать. То есть прибежать к человеку, настучать ему больно, и ваш товарищ толстый, который стоит у борта, он может в этот момент провести бросок, попытаться. Вот, и совсем хороший вариант, если вы хороший борцуха и чувствуете, там, куда вес идет. Так-то, чтобы этот бросок делать борцом, не надо быть, он простой очень. Там равновесие держать не нужно, ничего не нужно. Делай как положено, и все. Если вы умеете всякое, там, хорошо себя в доспехе чувствуете, то делается как? Давай с этой стороны встану. Делается как? Там что-то бам-бам-бам-бам-бам. Вошли, чуть-чуть уперлась и не идет. Вот в такой ситуации поймал и не идет. Что мы делаем? Мы не цепляем обе ноги. Вот у меня ситуация отвратительная, я никогда ее так не тяну. Мы не цепляем обе ноги, мы цепляем только одну ногу, внутреннюю. И начинаем давить через нее. Нет, цепляйся, цепляйся. Противнику некомфортно, у него нога эта оторвется, потому что, ну, задница сильная, мы ее поднимем. И он захочет, ну, стоять в таком положении неудобно, он захочет перешагнуть и пройти вперед чуть-чуть. Очень часто так люди делают. Ну, собственно, все. То есть мы раскрылись и попробовали обе ноги, не получилось. Берем одну ногу, выцепляем и начинаем кидать за одну ногу. Так практически не бросить. Очень трудно. Что там даже поднять можете противника, он может упереться. Вот. Но он, скорее всего, пойдет вас обходить. Пойдет вперед. Все бросаете, шаг вперед и бросок. Ну и как отрабатывать? В конце концов. Отрабатывать можно с товарищем. Берем товарища, ставим его здесь и какую-то там сценку разыгрываем. Например, он упирается и не отдает голову. Так, бам-бам. Тогда входим в спину, делаем. Либо не отдает голову, поэтому подходим, забираем голову, разворачиваемся, бросаем. Частая ситуация, когда противник просто на вас идет, вот, наступает. Вы просто выставили руку вперед, он зашел сюда сам и бросили. Тоже сплошь и рядом. Там, либо с этой стороны идет, просто наступает, хочет меня атаковать. Выставляешь руку, прикидываешься веником и бросаешь. То есть самого захвата как бы и нет, вы просто типа руку выставили. Но он сам сюда приходит, а голова уже у вас под рукой. Либо без товарища. Товарищ уходит, вы приходите в пустой зал один, вам грустно, скучно и не знаете, как готовиться к бугуртам. Ну вот знаете, берете и делаете то же самое без товарища. Пришли, обозначили пару ударов, вход, разворот, бросок и ушли обратно. Пришли, вход, разворот,
бросок, ушли обратно. И с другой стороны, на другую руку тоже там, на одну сторону 30 раз, на другую 30 раз. Считайте, как бы время потратили не зря. Ну, первая серия про бугурты на этом, наверное, все. Подписываемся, ставим лайк, поддерживаем канал, кстати. Все, до новых встреч. Пока.